Здравствуйте, друзья! Продолжаем серию видео о болгарке. А почему ее назвали болгарка? А потому что при СССР массово их выпускали в Болгарии и поставляли в Советский Союз. И название укоренилось. Даже если этот инструмент с Германии, с Китая, все равно в простонародье болгарка называется. Так же как ксерокс, а вообще это копир. Ну и продолжаем. Сегодня я хочу рассказать немножко о ножницах. Ножницы есть, конечно, всевозможные. Твердые материалы режете, есть мягкие материалы, а есть просто парикмахерские ножницы, волосы. И вот сегодня я хочу заточить вот такие вот ножницы, которыми просто режут волосы. А именно заточить, отполировать, скажем, заточить на войлочном круге с помощью пасты Гои. Вот я бы рекомендовал, если вы только режете волосы, парикмахерские, не надо их точить на жестких абразивах. А жесткие, это имеется в виду на алмазах, на заточных камнях. Их можно просто на коже заточить, либо на ремне, допустим, поправить как опасную бритву, либо на войлочном круге. Потому что заводской угол здесь задан, а обычно точат вручную, и вообще их точить не надо. Их нужно просто немножко режущую кромку поправить, и она начнет резать. Это вот именно про парикмахерские ножницы. Конечно, если вы режете твердые материалы, кромка она заминается, всяко разно тупится, поэтому их нужно уже точить на алмазе, на наждачном камне, это уже вполне допустимо. Но все равно потом полировать нужно на пасте Гои или на других алмазных пастах. И вот мы сегодня будем обычные ножницы, которыми режут волосы. Что с ними сделать? Вот они затупились. И сегодня с помощью болгарки мы с вами их заточим. А делается это вот таким вот образом. Убираем все гайки. Болгарка с регулировкой оборотов желательно. Я ставлю первую скорость. Можно и на больших оборотах, но чтобы не поджечь. А именно не отпустить режущую кромку, а отпустить это как-нибудь точите. И она потемнела, то есть в этом месте сталь стала мягкой. Называется отпуск стали. То есть она приняла первоначальный вид. Закаливают же, а она стала мягкой. И в этом месте они будут всегда тупиться, заминаться. То есть сталь станет мягче. Одеваю полировальный вот такой вот диск на болгарку. То же самое одевается как отрезной, зачесной. Все, готово. Проверяем на холостом ходу. Обороты здесь можно и большие дать, можно и небольшие. Я на однерочку поставил, пока хватит. Чуть подольше, зато кромку не перегреем, как я уже сказал. Все, сейчас нанесем пасту Гои. Тут у меня керосинчик. Она лучше наносится на войлок. Берем керосинчик. Паста Гои у меня хранится в коробочке, чтобы абразив не попадал. Потому что можно потом и изделие исцарапать, если полируешь. Если на нее набьется всякая крошка с наждачных дисков, то потом уже и полировка уже сойдет на нет. Вот, намочили. Она сейчас хорошо будет наноситься. Одеваем очки защитные. Вот видите, зеленеет. Все, можно работать. Берем теперь, вращается на меня, то есть я буду держать вот так. Теперь берем, смотрим режущие кромки наши. Значит, вот туда, вот так вот уклон, то есть заводская заточка. Нам надо ни в коем случае вот так вот нельзя держать будет. Потому что на режущую кромку будет вращаться войлок, будет удар, все вылетит, болгарка вылетит, может и не вылетит, но кусок вот этого войлока отлетит. Нам нужно вот таким вот образом держать. То есть одна сторона будет так, а вторую сторону мы будем вот так. Плотно держим и вот таким вот образом.
То есть вот отсюда. Надо еще немножко нанести побольше нашего. Можно даже вот так. Видите, наносится. Мне на краешек надо. Сильно не давим. Вторую сторону. Все, заточили. Одна сторона, вторая сторона. Теперь нам нужно вот здесь вот образовался, тут же ровная часть, заусенчик небольшой. Несколько раз нужно провести. Нам вот так. Прилегаем полной плоскостью. Никаких углов сейчас. Полная плоскость. И вот желательно разика 2. Можно даже при включенной болгарке. Но обороты большие. Боюсь снести все. Все, вот заусенец мы убрали. И вторую сторону заусенчику берем. Просто обвойлок. Посильнее нажимайте, не бойтесь. Ровненько вот так. Раз, два, три. Вот еще другую, может, разок. Все, ножницы заточены. Сейчас будем проверять. Обязательно сейчас вытрем это все. Дело. White Spirit возьмем. Он хорошо смывает пастугой просто. Можно и без него. Можно воду с мылом. Да можно просто тряпочкой притереть. Кромочки наши легонечко вытираем. Вот таким образом. То есть не елозим ни туда, ни сюда. Вот так. Потому что затупим. А вот. Так вот. Немножко убрали. Смотрите, как режут. Вот по всей. То есть ничего. Это я для волос ножницы. Видите, какая красота. Извините, в перчатках. Ну, что, потому что руки будут зеленые, не очень, наверное, красиво смотрю. Смотрите. Можно и вручную, просто будет подольше. Глядите. Все, никакого монтажа, ничего. Все, тут же заточили, тут же все сделали. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Простая заточка. Можно также просто подольше, допустим, об ремень или об войлок наточить. И все будет в порядке. Спасибо всем за внимание. Рад был стараться. До свидания. Подписывайтесь на канал.